Друзья, всем привет! В Польше идут изменения в отношении украинских беженцев. Там внесли законопроект, чтобы отказывать в бесплатной медицинской помощи украинским беженцам. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца и вы будете разбираться. Итак, наступил 2025 год. Трамп стал президентом США и начались уже разговоры о том, что пора бы войну в Украине оканчивать. Там Трамп говорил, теперь он дал там, по-моему, 100 дней, что должна война эта закончиться. Значит, и наступит наконец-то в Украине долгожданный мир, которого многие все граждане Украины ждут. И, соответственно, отношение к украинским беженцам, которые находятся в разных странах, а большинство из них находится в странах Европейского Союза под временной защитой, начинает потихонечку кардинально меняться. И меняется это отношение и у местного населения, и у политиков, чиновников и так далее. Не исключением является и Республика Польша. Польша занимает второе место по количеству украинских беженцев после Германии. В настоящее время по временной защите в Польше находится примерно 900 тысяч граждан Украины. С начала войны в Украине Польская Республика обеспечила украинским беженцам абсолютно полностью бесплатную медицинскую помощь. Это стало возможным благодаря специальному закону, который был принят еще в 2022 году и который позволяет гражданам Украины, которые находятся легально на территории Польши, получать бесплатно медицинские услуги. Однако теперь в 2025 году появилась новая инициатива от партии Конфедерация, которая предлагает этот порядок и подход изменить. Политики Конфедерации представили в Сейме проект закона, который лишает украинских беженцев права на пользование услугами Национального фонда здравоохранения без уплаты взносов на медицинское страхование. По их мнению, действующие правила предоставляют гражданам Украины привилегии, которые не распространяются на других иностранцев, а также на польских граждан. То есть, согласно этого специального закона, который был принят еще в 2022 году, когда началась война, украинские беженцы, которые легально пересекли границу, значит, и въехали на территорию Польской Республики, они автоматически получали медицинскую помощь абсолютно бесплатно. То есть на тех же условиях, что и застрахованные лица, то есть и те налогоплательщики, которые платят в медицинскую кассу деньги. Но украинцы сразу получили это бесплатно. Ну, такая же ситуация и в Германии. Это решение было в первую очередь принято, значит, и направлено на поддержку украинских беженцев, которые спасались от войны. Но прошло 3 года, ситуация поменялась и как и в Германии, в Германии это вообще очень сложная ситуация с этим, с трудоустройством. И есть такие в Польше беженцы украинские, которых все устраивает, и они как бы 3 года уже бездельничают, ничего не делают. Вот вице-маршал Сейма Крzysztof Bosak считает, что такая ситуация несправедлива по отношению к другим иностранцам и полякам, которые должны выполнить определенные условия для доступа к системе здравоохранения. То есть найти работу. 3 года прошло и люди не работают, а получают медицинскую помощь бесплатно. Вот он считает, этот депутат, что это неправильно. И это неправильно по отношению к иностранцам, которые работают и за себя платят, и по отношению к полякам, которые тоже работают. В чем тут несправедливость? Я считаю, тоже абсолютно это справедливо. Понятно, если человек приехал там полгода, год, вопросов нет. Он должен адаптироваться и так далее. Но 3 года прошло, есть такие, которые не работают. Такая же картина наблюдается и в Германии. Вот что этот Крzysztof Bosak сказал. Трудно найти более серьезную привилегию, чем доступ ко всей системе очень обширной, которой является система здравоохранения в Польше, без уплаты взносов на медицинское страхование в Польше. Даже польский безработный должен пойти и встать на учет в бюро по трудоустройству. Еще раз повторюсь, в Германии аналогичная ситуация. Приехали граждане Украины, сразу же получили медицинскую страховку абсолютно бесплатно, ее оплачивает государство. Получили
денежную помощь, бюргергельд, ту, которую получают граждане Германии, которые по 20, по 30 лет отработали в Германии, да, а тут приехали иностранцы, которые ни дня не работали. Даже я говорю, что есть такие, которые даже не знают, где на карте мира, на политической карте мира Германия находится. Есть такие граждане Украины, да. И сразу им дали эту помощь, сразу дали бюргергельд и так далее. Вот поляки уже начинают поднимать эти вопросы. Ну, в Германии тоже поднимается, но еще пока законы не вносили на голосование. В общем, если закон этот будет принят, то украинские беженцы, которые не работают и не платят не оплачивают медицинское страхование в Польше, они больше не смогут получать бесплатную медицинскую помощь. Кроме этого, поляки знают также ситуацию о том, и этот был законопроект тоже принят в связи с этим, сейчас я вам скажу о чем, о том, что украинские беженцы, которые находятся в Польше, которые получают там мизерные пособия, они не работают нигде официально, они получают медицинскую помощь бесплатно, но они нелегально подрабатывают. Шварцуют в Германии называется, да. То есть подрабатывают нелегально, не платя налоги. И вот это, и таких оказалось очень много, да, граждан Украины. И значит, ну, то, что там сами поляки, работодатели поощряют, это вопрос другой. Но граждане Украины тоже это делают. Поэтому этот законопроект направлен и на них. То есть тут такая ситуация. Или ты работаешь нелегально, получаешь нелегально деньги, но тогда ты будешь лечиться платно за свои деньги. Либо ты официально устраиваешься, платишь деньги в медицинскую кассу и ты будешь получать, скажем так, по страховке медицинское лечение. Вот такая ситуация. Не знаю, друзья, будет принят этот законопроект или нет, но такая инициатива есть и его уже подали. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.